Дорогие друзья, я сам удивляюсь, почему до сих пор я не рассказал вам о таком вкусном и настолько любимом среднеазиатском блюде, как нарын. Нарын любят и умеют хорошо готовить и уйгуры, и казахи, и киргизы, и узбеки. Особенно в ташкентском оазисе. Я буду рассказывать об аутентичном нарине, но, как всегда, добавлю несколько своих авторских ноток. Во-первых, для приготовления нарына очень часто используют не просто мясо, а козы, колбаса из конины. Дело в том, что и киргизы, и казахи, и узбеки едят конину. И очень часто конину приготавливают в виде вот такой колбасы. В Казахстане, в Узбекистане, в Киргизии она изготавливается из сырого мяса, и она нуждается в отваривании. А, например, в Татарстане точно такую же козы вялят, сушат, и она превращается в нечто очень темное, твердое, точно такое же, как вот это мясо, которое мне привезли из Чечни. В Средней Азии тоже засушивают мясо. И такое мясо считается даже более подходящим для тех блюд, где мясо отваривают. Как же появился такой способ приготовления мяса? Да очень просто. Накануне зимы люди резали скотину. И мясо каким-то образом надо было сохранить до весны. Кто-то изготавливал каурму. Выжаривали мясо практически насухо и заливали его жиром, чаще всего бараньим. А кто-то, если позволяла погода, засушивал мясо. И считается, что бульоны, сорпа либо шурпа, получаются даже вкуснее из вот такого сушеного мяса. Надо иметь в виду, те несколько кусков сушеной говядины в сыром виде весили как минимум килограмма 3. И бульон получится очень крепким, очень наваристым, поэтому я доливаю еще немного воды. Пока есть время, подготовим овощи для бульона. Я беру луковицу. Верхнюю грязную шелуху с нее уже сняли. А здесь абсолютно чистая шелуха, которая не испортит вкус бульона, а наоборот, улучшит его цвет. Сельдерей. Мало кто кладет его в бульоны в Средней Азии. А я советую. Это вкусно. Я вот эту часть оставлю для другого блюда. А нижняя часть пойдет в бульон. Превосходный запах. Ну и морковь. Морковь, например, в узбекскую шурпу кладут обязательно. Я советую положить ее и в бульон. Чтобы морковь лучше отдала свой вкус и запах, нарезаем ее небольшими кусками. Все, кто хоть раз попробовал блюдо из сушеного мяса, говорят об их неповторимом, очень приятном вкусе. Но все, кто присутствовали во время приготовления сушеного мяса, упоминали еще и довольно тяжелый запах, который исходит из кастрюли в первые минуты. Я предлагаю вот как поступить. Такой прием очень часто применяется в европейской кухне. Когда начала отходить пена и пошел вот этот резкий, сильный запах, я рекомендую слить первую воду, промыть как следует мясо и продолжить приготовление. Вода чистая, холодная, мясо промыто, пены больше не будет, поэтому мы можем опускать все ароматные овощи, луковицу, сельдерей, морковь и также некоторые специи для улучшения вкуса и аромата. Самая главная специя, как ни крути, это соль. И соли, я смотрю, здесь литров 5 или 6 воды. Я положу для начала 1 полную ложку, а потом проверим. Необходимо, чтобы бульон был вкусным. Классические специи для любого бульона – это черный перец с горошком. Прямо целиком, прямо в бульон. Не бойтесь ничего. И лавровый лист. Перца вот столько, пожалуй, что будет многовато. Я возьму примерно с пол-столовой ложки. Сколько здесь? Горошин 30. Вот на это огромное количество бульона. Ну и лавровый лист. А какой бульон без лаврового листа? Хотя я вам откровенно скажу, например, в Казахстане, в Киргизии
наверняка абсолютное большинство, когда варят мясо, не пользуются лавровым листом. Но мне, Сталику Ханкишиеву, с лавровым листом вкуснее. И, собственно говоря, почему бы не положить? Ведь вкус от этого не испортится. Вот эта кастрюля больше в присмотре не нуждается. Ее можно отнести на газовую плиту. Пусть варится. Когда запахнет невыносимо вкусно, мы к ней еще вернемся. Для приготовления теста на лагман, на лапшу, на бешбармак тюркские народы в Средней Азии, что в Азербайджане, в Турции, используют обыкновенную белую муку. Хорошую, высшего сорта. А вот итальянцы используют совсем другую муку. Это мука из твердых пород пшеницы. Она имеет, во-первых, другой цвет, а во-вторых, она имеет другой помол. Посмотрите, как крупно она смолота, практически как манка. Итальянец выбрал бы такую муку, а женщина-казашка, может быть, выбрала бы вот такую муку. А я за дружбу между народами, поэтому я буду использовать и такую муку. И, конечно же, яйца. Обычно в тесто для нарына кладут 3 яйца. Итальянцы могут положить 6-7 яиц, даже 9 яиц на килограмм муки. Давайте остановимся на чем-то среднем. Возьмем 5 яиц. Я сразу возьму примерно 1 чайную ложку соли. И я возьму примерно 1 столовую ложку растительного масла. Мне кажется, что тесто так получается и лучше, и вкуснее. Пусть масло с тестом разобьется, превратится как бы в зачаток майонеза. И теперь добавляем примерно килограмм муки. 1 совочек обычной муки, 1 совочек муки дурум. Конечно, можно было бы замесить тесто и руками, но машинка работает лучше. Да и я меньше устаю. А тесто, между тем, у нас получается примерно такое же, как в прошлый раз мы с вами на лагман делали. Помните, поначалу оно было как бы в виде крошки. Вот и сейчас оно у нас отдельными кусочками, а не целым комком. Видите, какое оно у меня? Как бы крошками. И теперь вот здесь на столе руками мне предстоит слепить его в 1 комок. Напоминаю, что я еще не добавлял ни 1 грамма воды, поэтому теперь я могу смачивать комки теста водой и слеплять их в одно целое. Тесто собралось в комок, и теперь его надо убрать в пакетик, чтобы оно не сохло. И оно должно полежать минут 20, 30, может быть даже 40, для того, чтобы стать мягким и податливым, готовым для раскатывания в лапшу. Норын – это лапша, но тесто отваривается квадратиками и только потом нарезается. И чтобы вот это отваренное тесто не слиплось, его смазывают маслом. А для того, чтобы масло имело приятный, соответствующий узбекской кухне вкус, в нем можно обжарить лук. Ну вот, лук ровно того цвета, который мне был нужен. И масло пахнет ровно так, как мне было необходимо. Лук надо отделить от масла. Ну вот и все. Можно тесто раскатывать и варить. Есть у меня скалки. Какого хотите размера? Какой угодно формы. Но с машинкой легче и на вкусе, конечно, не отражается, потому что вкус будущей лапши зависит от теста. А мы его изготовили очень хорошим. Вы посмотрите, какое тесто. Я отрезаю половину. Половины нам для норына вполне
хватит. Аккуратненькую лепешечку вставляем между валами раскаточной машины и начинаем. Можно еще раз сложить пополам. Прокатываясь между валами, тесто еще раз вымешивается. Уменьшаем расстояние между валами постепенно. Думаю, что раскатывать тесто еще тоньше необходимости нет. Полный стол накатали. Надо воду посолить и можно начинать варить. Примерно 3 литра воды. Значит, 3 ложки соли. Не меньше. Иначе будет невкусно. Такие большие листы теста в кастрюлю не поместятся. Поэтому нарезаем их такими кусочками, чтобы кастрюле как раз было. Выкладывать отварное тесто будем вот на этот поднос. Поэтому его тоже необходимо смочить маслом. Маслом, в котором жарили лук, чтобы тесто к подносу не прилипло. Такое тесто варят обычно 2-3 минуты. Но если кто любит, может поварить и подольше. Только необходимо иметь в виду, что это тесто еще предстоит нарезать. И как бы не получилось так, что тесто слишком мягкое и под руками расползается. Ух! Не ждите, пока тесто совсем остынет. Его необходимо расправлять, чтобы складок не было. И укладывать ровными слоями. И каждый лист теста непременно смазывать маслом. Опускаем следующую партию. Видите, тесто какое? Просто тончайшее, при этом упругое, достаточно прочное. Раскладываем и смазываем маслом, щедро смазываем маслом. Возможно, что у многих возникнет вопрос, а нельзя ли смазывать топленым маслом или сливочным? Ну, кто-то захочет улучшить народное блюдо. Нет, не получится. Не получится, потому что это тесто будет нарезаться после того, как оно изрядно остынет. Но если тесто остынет, топленое либо сливочное масло станет твердым, а вот растительное останется жидким, подвижным. Посмотрите, как рассчитал. Масла как раз хватило. А вот теперь у нас получилось отварное слоеное тесто, которое теперь необходимо вынести на холод, чтобы оно остыло, прежде чем я из него нарежу тончайшую лапшу. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье.
Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Мясо остыло, его теперь удобно нарезать. Вот и начнем. Посмотрите, снаружи-то оно черное, а внутри оно какое. Какое красивое мясо. Пусть вас не собьет с толку то, что я взял сушеное мясо. Я взял его для того, чтобы показать вам, что и такое бывает. На самом деле это блюдо можно готовить и из свежего мяса, и как из конины, так и из говядины. А любит кто баранину, ну берите баранину и готовьте с бараниной. Только не знаю, помнит ли кто, когда я показывал вам и рассказывал о бешбармаке, я говорил о том, что из совсем свежего парного мяса обычно бешбармак и вообще вот такого рода блюда не готовят. Мясо где-то подвешивают. На ветерке, в прохладном месте, не под солнцем, разумеется. И мясо висит и слегка подсыхает. Что происходит, когда мясо подсыхает? Белок, который находится в мясе, по крайней мере, в поверхностных его слоях, теряет влагу. Но сам белок никуда не исчезает. И из такого подсушенного, подвяленного мяса при отваривании выходит гораздо меньше пены. Мясо получается вкуснее, потому что все питательные вещества, а особенно мясной белок, ради которого мы мясо и едим, остается там, внутри. Я уже говорил, что в Узбекистане нарын очень популярное блюдо в Ташкентской области. Его готовят там и на торжествах, иногда даже вместо плова готовят. Его готовят и на рынках для продажи. И вот на рынках продавщицы, ну они, конечно, руки у них золотые. Они умеют так тонко нарезать что козы, что мясо, что потом, когда смешивают это все с лапшой, кажется, что мяса очень много. А на самом деле мясо там буквально как ниточки. Супер козы. Алма-Ата, спасибо. Ну, здесь уже порядком мяса, слушайте, этого достаточно. Давайте начнем лапшу нарезать. Кому-то может показаться, что лапша у меня получилась очень толстая. Нет, ее еще растребушить, распушить надо. Необходимо, чтобы слои отклеились друг от друга. Но это обычно делают уже непосредственно на блюде, на котором и будут подавать нарын. Я хочу смешать эту лапшу и это мясо с луком. Лук, который жарится для того, чтобы придать особый вкус маслу. Ну а теперь единственный возможный инструмент – чистые руки. Попробую. Супер!
Так давно мы не готовили это блюдо, аж душа соскучилась. Недавно даже в Инстаграме показал фотографию, которая вошла в книгу с этим блюдом. И написал, что очень хочу настоящий, хороший, вкусный нарын. Но вообще нарын такое блюдо, которое подают вот так, холодным. Кстати говоря, обратите внимание на дастархан. Скоро такие дастарханы будут в продаже в моем интернет-магазине. А пока я хотел бы обратить ваше внимание на супницу. Дело в том, что нарын хоть и подают в холодном виде, но обязательно подают с горячим, кипящим бульоном, который разливают по косам. А посмотрите, какой бульон получился у нас. Видали где-нибудь такой бульон? Налью-ка я себе 2-3 половничка бульона, буду есть нарын, как и полагается, прямо руками, запивать горячим бульоном и желать вам, мои дорогие, больших успехов в труде, больших успехов в кулинарии и, конечно же, как всегда, приятного аппетита!